В мире, где заключение превращается в жуткую реальность, существуют тюрьмы, где переполнение достигает критических пределов. Это не просто статистика на бумаге, а реальные зоны, где стены тюрем стонут под тяжестью своего собственного насыщенного состава. Тюрьмы Гаити, которые считаются самыми переполненными в мире, так как они заполнены более чем на 454%, а также тюрьма на Филиппинах, которая забита не просто битком. Здесь люди спят стоя и по очереди. А слышали о самой суровой тюрьме в Южной Америке? Место, построенное на 2500 заключенных, содержит около 7000 человек. Будет еще много о жизни и смерти, о нарушении прав человека и бесчеловечных условиях содержания. Давайте окунемся в мрак самых переполненных тюрем мира и попытаемся разгадать этот мрачный парадокс справедливости. Смотрите и просто удивляйтесь. Первым я хочу рассказать вам об ужасной тюрьме в Кении. Она известна своими жестокими условиями содержания заключенных, и тюрьма строгого режима Камити, которая находится в округе Райсомбу, широко известна как одно из самых суровых мест. Она была построена британскими колонизаторами в 1954 году в соответствии со старой колониальной системой для содержания преступников во время чрезвычайного положения. Внутри Камити до сих пор находится оригинальная виселица, хотя последняя казнь на ней состоялась в 1987 году. Тюрьма известна своим переполнением, а условия в ней являются противоестественными. Официальная вместимость составляет 1200 человек, но по факту внутри содержится от 1800 до 2500 заключенных. Заболевания, такие как ВИЧ, СПИД, гонорея, сифилис, туберкулез и дизентерия, широко распространены среди заключенных. Камити всегда был известен содержанием политических заключенных и казнями путем повешения. Однако его скандальная слава возросла в 2008 году, когда на мобильный телефон был снят бунт, вызванный обнаружением контрабанды. Ролик был показан по телевидению. Тюремный комплекс также попал в заголовки газет в 2021 году, когда 3 подозреваемых в терроризме заключенных сбежали. Позже 7 надзирателей были арестованы за содействие в их побеге, а начальник тюрьмы был уволен. А вот следующий мой рассказ будет про зловещий остров Блэк-Бич, который находится в экваториальной Гвинее. Долгое время он служил местом для отбывания наказаний и стал синонимом унижений и страданий. Эта тюрьма, хорошо известная своими постоянными нарушениями прав человека, приобрела неутешительную репутацию в качестве символа жестокости, недостаточного питания, переполненности и неблагоприятного соседства с грызунами, лишения свободы и защиты. Заключенные жили в страхе и смертельно болели. Блэк-Бич, расположенный на вулканическом острове Биока, стал местом исчезновения многих осужденных. Хотя старые и зловещие сооружения Блэк-Бич были заменены, а в тюрьме появилось больничное крыло и аптека, заключенные до сих пор проводят до 12 часов в кандалах каждый день. В 2008 году специальный докладчик ООН выразил свою тревогу по поводу использования пыток и физического насилия в экваториальной Гвинее. Блэк-Бич была упомянута как место, где заключенные подвергались длительным избиениям, и политические заключенные находились в изоляции в течение нескольких лет. Блэк-Бич известен своим отсутствием уважения прав человека и недостаточной защитой для заключенных. Они лишены возможности общаться с внешним миром, так как доступ к адвокатам и посещениям семьи крайне ограничены. А теперь попрошу обратить свое внимание на тюрьму Сан-Хуан-де-Луриганча, расположенную в Перу. Ее часто называют самой суровой в Южной Америке. Это учреждение, построенное на 2500 заключенных, в настоящее время содержит около 7000 человек. Однако внутри стены тюрьмы кажутся удивительно спокойными. Предполагается, что запрещенные мобильные телефоны сдаются в аренду, а заключенные открывают предприятия на внутреннем рынке Луриганча,
Ганча, торгуя всем, от фруктов и овощей до наркотиков и DVD. В тюрьме проводятся петушиные бои, а проститутки, называемые заключенными медсестрами, также являются постоянными посетителями. Один из заключенных описал этих женщин как социальную службу, сказав, что без них в тюрьме произошел бы взрыв. Заключенные не разделяются по категориям преступлений, и им разрешено свободно перемещаться по всему учреждению. Неудивительно, что в тюрьме были случаи насилия и даже убийств, в том числе инцидент с голландским заключенным, который убил свою перуанскую подругу и похоронил ее под своей камерой. Следует отметить, что контроль со стороны правительства кажется неэффективным, хотя в 1986 году, когда в Луриганче и других тюрьмах в Перу произошли беспорядки, власти жестоко отреагировали, убив около 90 заключенных Луриганчо. Еще одной из самых переполненных тюрем в мире считается тюрьма Комаягуа в Гондурасе. В настоящее время в ней содержится более 3500 заключенных, хотя вместимость составляет лишь 800 человек. Условия здесь просто ужасные. Заключенные вынуждены спать на полу, камеры лишены окон и туалетов. Отсутствие гигиены и медицинской помощи приводит к массовым заболеваниям и смертям заключенных. Согласно официальной статистике, в тюрьмах Гондураса находится более 12 тысяч человек, в то время как их максимальная вместимость ограничена 8000 местами. Камеры не разделяются на мужские и женские, что часто приводит к случаям насилия над женщинами. Трагический пожар в тюрьме, расположенный в городе Комаягуа, начался поздним вечером 14 февраля 2012 года. Потушить пламя удалось только спустя 3 часа, но к тому моменту уже полностью сгорели 5 тюремных корпусов. Свидетели указывают на то, что пожар был устроен одним из заключенных. Все попытки спасателей найти ключи были тщетными, и заключенные, находившиеся в своих камерах, погибли в огне. По официальным данным, в результате самого крупного пожара в тюрьме за последние 100 лет погибли 358 человек. Те, кто смог выжить, оказались под обстрелом со стороны охранников исправительного учреждения. Известно также, что пожарным около получаса не разрешали приступить к работе из-за выстрелов, которые раздавались на территории тюрьмы. Президент Гондураса обещал провести тщательное расследование этой трагедии и наказать ответственных лиц. Временно были сняты с должности руководство тюрьмы и управление исправительных учреждений Гондураса. А вот следующая тюрьма, Гитарама, нередко называется адом на земле. Однажды Лос-Анджелес Таймс написала: «Сегодня в аду уже нет свободного места, обреченные уже заняли его. Они живут, спят, едят, гниют и умирают, втиснутые по 4 человека на квадратный метр в кирпичную коробку без крыши, которая называется тюрьмой Гитарама». Это удивительно, но очень напоминает постер к фильму ужасов Джорджа Ромеро «Рассвет мертвецов». Тюрьма была рассчитана на 400 человек, но после геноцида в Руанде число заключенных выросло почти до 7000 к середине 1990-х годов. А заключенные говорят, что они были оставлены умирать и могли ждать своего суда в чистилище до 16 лет. Утверждают даже, что некоторые заключенные в отчаянии прибегали к каннибализму, поедая друг друга. В крайне аскетичных условиях заключенные стояли вместе, словно единый организм под солнцем и дождем, задыхаясь от дыма костров, на которых готовили еду среди дизентерии и отчаяния. В какой-то момент даже без обуви, которая могла бы защитить их в таких ужасных условиях. Заключенные часто страдали от гангрены и гниения ног. Дальше я хочу рассказать вам о тюрьме Мендоса в Аргентине. В мировом сообществе учреждение известно как место ужаса, страданий и бесчеловечных пыток. Она является одной из самых переполненных в стране. Заметное превышение числа заключенных приводит к постоянной переполненности тюрьмы. 1600 осужденных находятся в камерах, предназначенных всего для 600 человек. 5 заключенных вынуждены находиться в камерах площадью всего 4 квадратных метра, а многие вынуждены спать на полу без матрасов.
В 2005 году Международная правозащитная организация сообщила о жестоких условиях содержания в тюрьме и указала на то, что заключенные дошли до отчаяния, что буквально зашили себе рты, требуя улучшения условий жизни. Тогдашние условия содержания включали пытки и даже случаи смерти. За время с февраля 2004 года по ноябрь 2005 года в этом учреждении исправительной колонии было зафиксировано 22 смертельных случая. Заключенные не получали должного медицинского вмешательства, а канализационная система в тюрьме была несовершенной, из-за чего заключенные вынуждены были использовать пластиковые пакеты и бутылки в качестве туалетов. Даже простая гигиеническая процедура, такая как принятие душа, становится невозможной, поскольку в тюрьме не обеспечены соответствующие условия, и заключенные вынуждены пользоваться бочкой, установленной в коридоре. В женском крыле, где заключенные проживают вместе со своими детьми, ситуация еще более катастрофична. Из-за отсутствия элементарных условий гигиены происходят человеческие жертвы. Более того, тюрьма не имеет квалифицированного медицинского персонала. По выражению одного из заключенных, единственное время, когда они встречаются с медицинскими работниками, это момент смерти. Вернемся опять в Африку. Тюрьма в Найроби была построена в 1911 году и рассчитана на 800 заключенных, но уже к 2003 году там содержались более 3000 человек. Из-за такой крайней переполненности санитарные условия и общая гигиена серьезно пострадали. У чиновников не хватает даже униформы для заключенных. Найробская тюрьма, расположенная в промышленном районе, часто называется лабиринтом проволочных заграждений, колючей проволоки и вышек охраны. Она считается одной из самых переполненных в мире. В камерах царит запах пота, грязи и человеческих экскрементов. А в воздухе неприятный запах неочищенных сточных вод. Как отметил один из заключенных, Колин Александр, это самая ужасная тюрьма, которую я видел. Все здесь плохо, включая обращение надзирателей. Нам приходится выживать по милости Божьей. Я сомневаюсь, что здесь сможет выжить хоть один нормальный человек. В этих стенах заключены много политических диссидентов. Один угрожающий блок G этой тюрьмы считается самым жестоким из всех. Здесь часто происходят насильственные посягательства и жестокие избиения, а условия, в которых люди вынуждены жить в этом блоке, лишены всякого человеческого достоинства. Воздух в камерах пропитан запахом пота и отходов, а вонь мусора непрерывно отравляет атмосферу. Заключенные вынуждены каждый день таскать ведра с водой, так как в тюрьме нет надежного водоснабжения, что делает невозможным поддержание элементарной гигиены. Выжить здесь можно только с серьезными психологическими расстройствами. Следующая история о таком месте заключения, как Арандиру. Это бразильская тюрьма, известная как один из самых больших тюремных комплексов в Южной Америке. Этот зловещий объект прославился своей жуткой репутацией не только в пределах Бразилии. Те, кто побывал в адском котле Карандиру, знают, какие кошмары там творились. Более 10 тысяч заключенных образовали свой собственный, почти параллельный мир в этой тюрьме, рассчитанный на 4000 человек. В 1992 году произошло самое кровопролитное тюремное восстание в современной истории Бразилии. Бунт начался после драки между двумя заключенными, членами враждующих группировок, и быстро перерос в массовые беспорядки. Бойцы спецназа взяли штурмом тюрьму, но операция по подавлению бунта превратилась в кровавую расправу, длившуюся более 3 часов. Более 300 сотрудников полиции участвовали в этом столкновении. В итоге 111 узников погибли в тот день, причем большинство из них были убиты полицейскими. Выжившие рассказывали о хладнокровных расстрелах со стороны вооруженных полицейских, даже в отношении тех, кто не оказывал сопротивления. Следствие установило, что многие заключенные были застрелены в затылок прямо в своих камерах. Интересно отметить, что в ходе этой кровавой стычки ни один из силовиков не пострадал, в то время как около 90 арестантов были ранены.
И в завершении мой рассказ будет посвящен тюрьме Ла-Сабонета в Венесуэле. Она славится своей заполненностью и нечеловеческими условиями содержания. Учитывая, что Венесуэла занимает второе место в мире по уровню убийств, неудивительно, что венесуэльские тюрьмы считаются одними из самых жестоких. Практически 80% тюрем Венесуэлы на самом деле находятся под контролем вооруженных заключенных. В самой Ла-Сабонете, тюрьме, рассчитанной на содержание не более 700 человек, упаковано более 3700 самых опасных преступников. Заключенных часто заставляют делить небольшие камеры, а тюрьма просто кишит крысами и другими паразитами. В этой тюрьме высокий уровень насилия, частые беспорядки и бандитские разборки. Условия содержания в Ла-Сабонете считаются крайне жестокими. Некоторые заключенные вынуждены спать в гамаках, растянутых в узких коридорах тюрьмы. В то же время коррумпированность системы позволяет состоятельным заключенным получать более комфортабельные места через взятки. На каждых 150 заключенных приходится всего лишь один охранник в тюрьме. Здесь бунты не редкость. Эта вечная война между конкурирующими бандами привела к обезглавливанию и ужасному расчленению нескольких жертв. В результате последующего рейда был обнаружен большой запас штурмовых винтовок и гранат, а также находившиеся под угрозой исчезновения животные, которые принадлежали лидерам тюремной иерархии. В итоге я бы хотел еще раз подчеркнуть, что тюрьма – это исправительное учреждение, где заключаются лица, являющиеся нарушителями закона на определенный срок. Некоторые тюрьмы предоставляют заключенным образовательные возможности, чтобы они смогли успешно адаптироваться в обществе после освобождения, но большинство правительств редко выделяют достаточные средства на расширение тюремных объектов. Несмотря на установленные нормы по численности заключенных, пространство некоторых тюрем в некоторых странах переполнены, и все же я хотел бы думать, что уголовное наказание соответствует совершенному преступлению. В конце концов, зная, что наихудшие преступники находятся за решеткой, мы все же чувствуем себя в безопасности.